Минувший вторник напомнил российской аудитории, что в стране есть орган, который называется Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, сокращенно СПЧ. На его заседании к Путину обратился один из членов Совета, режиссер Александр Сакуров. Его речь, строго говоря, не была ни антивоенной, ни оппозиционной. Она была нормальной. И, видимо, поэтому привлекла большое внимание. На встрече с президентом как будто прозвучал голос гражданина из другой страны, той, про которую поет Монеточка. Это было в России, это было давно. Сегодня поговорим про выступление Сакурова и о той реакции, которой, вероятно, сам режиссер не ожидал. Только перед тем, как начнем, напомню, по ссылке в описании вы найдете способы, как обойти блокировки, среди них VPN Liberty, которые дают месяц использования бесплатно, и карту привязывать тоже не придется. Еще до 22 года в путинской России все было очень плохо с системой сдержек и противовесов. Однако существовала своего рода система спасательных кругов. Не столько институты, сколько отдельные инструменты гражданского общества. Уличные акции протеста, резонансные публикации в негосударственных СМИ, коллективные обращения в инстанции – все это иногда срабатывало, помогало решить конкретную проблему или вызволить кого-то из жерновов системы. Как, например, журналиста Ивана Голунова. Возможность бросить спасательный круг была и у СПЧ тоже. Конечно же, у них год от года таких возможностей становилось все меньше. Большой удар по полномочиям СПЧ был нанесен еще в 2017 году. Тогда членов Совета перестали пускать в места лишения свободы. В 2019 году по путинскому указу из этого органа исключили таких деятелей, как Павел Чиков и Екатерина Шульман. Тогда же сменилось руководство. Во главе СПЧ поставили Валерия Фадеева, который сейчас сам в инициативном порядке предлагает ограничивать права россиян. 6 марта 2022 года 13 членов СПЧ, пусть в мягкой формулировке, но выступили против войны, закрытия независимых СМИ и ограничения свободы слова. Напомнили, что в боевых действиях гибнут граждане обеих стран. В том же 2022 году Путин вновь изменил состав Совета. Из 13 человек, выпустивших то обращение, на сегодня в СПЧ остается 5, включая режиссера Александра Сакурова. Зато Путин назначил в Совет весьма специфичных деятелей, например, людоедствующего в своем телеграме Z-военкора Александра Коца и публицистку Марину Ахмедову. Она, как оказалось, знакома с концепцией прав человека хуже, чем ее коллега-военблогер. Ахмедова прямо рвется поддержать чуть ли не каждый политически мотивированный приговор, призывает возбуждать новые дела. На минувшем заседании с Путиным она говорила о проблеме электровелосипедов в российских городах и попросила дополнительное время, чтобы произнести такую вот речь. Мы, как взрослое гражданское общество, понимаем, что мы воюем не с Украиной, мы воюем с целым альянсом НАТО, и вы тоже не один раз об этом говорили. И я считаю важным сказать, что даже на этом этапе у нас, у нашей армии, у нашей страны, у России, много сделали. Во-первых, мы освободили 20% территорий, которые получила Украина после распада Советского Союза. Азовское море – это теперь внутреннее море. Украина не будет в НАТО, и если бы она вошла в этот альянс, это было бы чревато для нас, как для страны, большими последствиями. Мы не дали сократить время подлета, и сейчас к России не то что прислушиваются, Россию очень внимательно слушают. Напомню, мы тут говорим не о коллегии Минобороны или заседании Совбеза, а о Совете по правам человека. На фоне подобных выступлений сдержанная речь Александра Сакурова прозвучала очень ярко. Да и в принципе, на фоне всего официоза она звучала очень необычно. Мы не умеем обращаться со сложными людьми. Не умеем и, наверное, не умели обращаться со сложными людьми. Мы не умели и не умеем вести политические дискуссии с молодыми людьми, со старшими школьниками, со студентами. Мы боимся, в стране боятся этих дискуссий. Вообще отсутствие процедуры политических дискуссий, отсутствие процедуры обсуждения открытого, спокойного, без истерик процессов, которые имеют место в стране, отсутствие этого процесса, отсутствие в некотором смысле серьезного оппозиционного настроения и обсуждения оппозиционного настроения наносит, на мой взгляд, очень серьезный удар по судьбам очень многих людей. И по судьбам людей талантливых, людей способных. Выступление Сакурова состояло из нескольких блоков. Рассмотрим каждый из них. Первый был про сам СПЧ.
Прежде всего, хоть это и консультативный орган при президенте, неплохо бы дать представителям этого органа возможность встречаться также с правительством, с премьер-министром, решать какие-то вопросы с ним. Сам формат, когда правозащитники раз в год обращаются с частными вопросами к первому лицу, не особо функционален. Хотя, кажется, именно из-за такого формата этот совет существует до сих пор. Ведь так поддерживается жанр. Подданные обращаются с челобитными к царю. О стилистических особенностях такого жанра режиссер тоже высказался. Есть такая традиция у Совета как-то уходить в сторону или избегать некоторых так называемых политических, что ли, вопросов, которые требуют общественного, общего обсуждения, и их с каждым годом становится больше и больше и больше. Это все вопросы чувствительные, они касаются каждого гражданина и всех вместе, и, что называется, каждого в отдельности. Второй блок был посвящен российским вузам. В них сокращаются бюджетные места, а те, что остаются, оказываются забронированы для детей участников войны. От чего страдают абитуриенты, которые отлично учились, готовились к экзаменам, но все равно не могут пройти на бюджет. Как нам уберечь этих людей от этой вот угрозы лишиться права на образование? Это очень серьезная, большая, на мой взгляд, проблема. Об этом нельзя не думать. Это проблема в общенациональном масштабе. На первый взгляд может показаться, что Сакуров поднял вопрос не очень по нынешним временам важный, про несправедливый прием в университеты. Но не все так просто. Во-первых, нужно очень много мужества, чтобы заговорить на такую тему. Такой разговор совсем несложно вывернуть. И сказать, что либеральный режиссер-артхаусник покусился на святое, наехал на детей российских солдат, многие из которых стали льготниками, потому что их отцы погибли. На сирот, мол, напал. И уже есть публикации такого рода. Сакуров выступил из крайне уязвимой позиции и попал прямо в цель. Уже упомянутая Екатерина Шульман давно отмечает интересную тенденцию. Граждане России в массе своей спокойно относятся к многомиллионным выплатам для участников войны с Украиной, но при этом высказываются против того, чтобы им и их семьям давали льготы. Военные сейчас воспринимаются не как защитники, а как наемные работники, выполняющие какую-то опасную, но никому из граждан ненужную работу. Не только Сакуров, но почти никто из россиян не понимает, почему отличники должны уступать бюджетные места детям военнослужащих. Вы однажды сказали, зачем нам мир, в котором не будет России? Зачем нам государство, в котором нет возможности получать образование? А зачем оно нам нужно? Куда оно тратит свои средства, свою энергию, если оно не делает все возможное, чтобы все виды образования, чтобы все это было доступно каждому человеку? Вопрос можно было бы решить компромиссно, сделав дополнительные бюджетные места для абитуриентов, у которых отцы погибли на войне. Но процесс идет обратный, мест становится меньше. Тут стоит заметить, что Александр Сакуров сам не только режиссер кино, но и педагог, создатель нескольких мастерских. Одну из них он организовал намеренно вдалеке от обеих российских столиц, в Нальчике, центре Кабардино-Балкарии. Эта мастерская дала путевку в жизнь и номинации на международных кинофестивалях людям, которые при прочих равных вряд ли вообще смогли бы прийти в кино. Если учесть, что экономическая ситуация в стране сложная, и, видимо, она будет усложняться экономически, то, конечно, положение тех молодых людей, которые хотели бы поступать в вузы, становится критическим и очень сложным. Платить за образование 300, 200 тысяч, может быть, 400 тысяч, как в некоторых вузах, в год, становится непомерным. Просто это становится невозможным. Заметьте, режиссер начал с того, что экономическая ситуация сложная и будет усложняться. Что прямо противоположно риторике Путина, согласно которой российская экономика растет на войне как бодибилдер на стероидах. Следующий блок выступления затрагивает тему, близкую десяткам миллионов россиян – ЖКХ. Здесь точно не скажешь, что деятель элитарного искусства оторвался от народа. Мы, конечно, сейчас в Петербурге тоже ждем Нового года. Мы знаем, что у нас будет повышаться квартплата, что у нас будут повышаться многие коммунальные платежи. И некоторые мне также из моего круга знакомых говорят, куда нам уходить, если мы будем в состоянии платить эту квартплату. Может быть, нужно организовывать какие-то ночлежные дома, я не знаю, то, куда люди будут уходить, не в состоянии платить эту квартплату. Это тоже реальность, и это такая реальность абсолютно четкая и абсолютно очевидная. Ночлежные дома для тех, кому не по карману квартплата, это, конечно, пока гипербола. Но проблема-то есть, и она существенна. Тарифы растут, а качество услуг падает. В последние годы каждая зима сопровождается серией коммунальных катастроф, в том числе с летальным исходом.
Можно покритиковать режиссера, мол, 4 года идет война, стоит ли говорить о ЖКХ? Но в том-то и дело, что как раз стоит. Один из важных смыслов нынешней войны для Путина не взятие очередного села в Украине, а именно в самой возможности внутри России быть выше любых жилищно-коммунальных вопросов. У нас же тут война, военная необходимость, движение фронтов. Путину, мол, сейчас не до ремонтов, не до света, воды и батарей. Если это батареи отопления, а не артиллерии. И напомнить первому лицу, прям в лицо, про скучные потребности граждан, про нудные вопросы городских и поселковых хозяйств, это как наступить на его больное место. Уже сколько времени президента не мучили всей этой совершенно неинтересной ему фигней, а тут на те. Но главная часть выступления, конечно, была про свободу, гражданскую и творческую. Абсолютно необходимо, критически необходимо, чтобы диалог с художественной средой шел постоянно, спокойно и уравновешенно. Каждую неделю мы с тревогой смотрим за тем, кто опять появляется иностранными агентами, или как-то вот это вот ужасающие эти определения. Ужасающие. Мои соотечественники, которые вдруг являются иностранными агентами. Я понимаю, что есть такая политическая категория. Ну, так просто назвали, как-то обозначили сумму каких-то претензий к человеку. И все, и пошло, и поехало, и дальше. Дальше судьба, и непонятно, что дальше делать с этим. Это, на мой взгляд, это неправильное решение. Это решение, которое унижает человека, гражданина, не дает возможности ему развиваться и дальше существовать. Это просто для меня абсолютно очевидно. В 22 году мы здесь много раз вспоминали хорошие советские фильмы. Тогда было довольно депрессивное время, и зрители писали, что мои ролики помогают справиться с переживаниями. А отсылки к киноклассике становились для них своего рода терапевтическим приемом. Мы тогда говорили, например, про режиссера-фронтовика Григория Чухрая, который шел наперекор цензуре и сделал очень многое для гуманизации советского искусства и всего общества. Вспоминали его фильм «Баллада о солдате» 1959 года, где главным врагом были не немцы, но сама война. И персонаж боролся с ней, проявляя человечное отношение к людям, невзирая на обстоятельства. Александр Сакуров тоже решил вспомнить ту антивоенную картину и в очень злободневном ключе. Попробуйте сегодня снимите «Балладу о солдате». Немедленно будет запрещен фильм, а что будет с этим автором, тоже неизвестно, получит ли он дальше возможность работать или нет. Это принципиально важная ситуация. Надо решительно менять атмосферу, решительно менять тональные взаимоотношения государства с художественной средой, с молодыми людьми в первую очередь. Если у нас не изменится этот характер работы с молодыми людьми, мы далеко не пойдем. Это будет абсолютный тупик, абсолютный регресс всей системы, государственной системы, национальной системы, все что угодно. Отношения правозащиты и государственной власти, право на образование, тарифы, ЖКХ, свобода слова и самореализации – это как будто набор тем из разных сфер жизни. Казалось бы, можно сосредоточиться на чем-то одном, но это и было все про одно. Современные государства строятся людьми для блага людей. Гражданин учредил такую организацию, которая называется государство. Он учредитель, да? И через некоторое время государство начинает своего учредителя то с одной, то с другой стороны каким-то образом притеснять. Неорганично, непродуктивно, и это абсолютно не ведет к развитию художественного творчества и художественных профессий. Во многих художественных вузах у людей просто опущены головы, потому что они понимают, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. С ними не разговаривают, не обсуждают, как в закрытой коробке. Владимир Путин попунктно ответил на каждую часть выступления Сакурова. Ответы эти сложно разбирать по существу, да и не нужно. Предметно Путин высказался лишь на тему бюджетных мест в вузах, тут он с режиссером не согласился и считает правильным решением отдавать места детям военных. А другие смогут, мол, поступить на бюджет по олимпиадам. Да и платные места в России, мол, гораздо дешевле, чем на Западе, так что не стоит переживать. В остальном президент совсем согласился. Выдал набор своих фирменных клише. Нужно, мол, обратить внимание, ни в коем случае нельзя допустить, необходимо проработать. Классический Путин, у которого в предвоенные десятилетия речь почти целиком состояла из таких и безличных словосочетаний. Нужно сделать то-то и то-то, необходимо проследить, следует качественно обеспечить и так далее.
всерьез разошлась одна путинская реплика про иностранных агентов. Там, как всегда, мол, в Америке закон еще строже, у них сажают, у нас нет, надо только источники финансирования показать. В общем, ватабаутизм плюс прямая неправда. Я знаю вашу позицию по поводу вот этого закона об иностранных агентах, но не мы придумали его. Это еще в США было сделано в 40-е годы прошлого века. Не мы же придумали. Там грозит, вот нарушение этого закона грозит тюремным заключением. У нас же нет такого. Значит, и у нас, собственно, одно самое главное. Покажите источники финансирования. Ну, что же здесь такого страшного? Мне кажется, особенно ничего здесь страшного нет. Хотя мы много раз обращались к этой теме. Тоже никто с ума сходить не должен. Это совершенно очевидно. Здесь вы тоже правы. Значит, не нужно этим мечом размахивать налево и направо. Все должно быть очень взвешенно, аккуратно и без всяких там нарушений. И кто же мешает перестать размахивать? Ну ладно, гораздо интереснее здесь обсудить не сказанное Путиным, а такой вопрос, который иногда задает своим гостям Юрий Дудь. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? В нашей гиперперсоналистской системе это вопрос не праздный. Возможность что-то публично заявить первому лицу довольно уникальна. Все реже и реже такая возможность появляется у приличных людей, но по-прежнему иногда оказывается и у них. Чаще всего ресурс этот тратится на то, чтобы кому-то помочь, например, болеющим детям. Все прекрасно понимают, что ситуация ненормальная, что весь этот жанр челобитных – одно из уродских порождений путинского режима. И быть такого по делу-то не должно. Но когда есть конкретные дети и возможность сотворить добро из зла, известные люди идут к Путину и бьют челом. Чтобы сделать доброе дело, они жертвуют репутацией, терпят нападки со стороны оппозиционных спикеров, на мой взгляд, очень несправедливые. Подобный подход, попытаться сдвинуть камень хотя бы в одном локальном вопросе, тоже был представлен на недавнем заседании СПЧ. К примеру, Ева Меркачева все отведенное ей время посвятила одной теме – суду присяжных. А в конце представила Путину список кандидатов на помилование. Другой член СПЧ Игорь Новиков очень грамотно использовал тему спецоперации, чтобы подсветить свою профильную тему – помощь людям с тяжелой инвалидностью. Такие, как Меркачева и Новиков, делают все, что только можно сделать в той токсичной среде, в которой они вынуждены работать, чтобы помочь людям. Александр Сакуров же выступил в несколько другой ипостаси. Понимая, что слова, обращенные к первому лицу, разойдутся лучше, чем просто произнесенные слова, он напомнил людям, живущим в России, о нормальности. О том, что нормальные человеческие формулировки могут звучать не только в заблокированных медиа, но и на самой официальной, какая только может быть, площадке, на заседании с главой государства. В Твиттере я видел интересную реакцию на выступление Сакурова. Автор там сначала ругал режиссера, мол, легитимизирует картонный орган и выбранный Путиным формат взаимодействия с ним, ну, как обычно. Но вскоре этот же автор забрал свои слова назад. Оказывается, все люди в его окружении, которые обычно вне политики и, как правило, говорят, что не все так однозначно, теперь вовсю обсуждают слова режиссера. И все одобряют их и поддерживают. Удивительным образом, режиссер, снимающий сложные фильмы для не самого широкого зрителя, смог найти простые слова, которые много у кого отозвались. Впервые за долгое время на всю страну прозвучало вслух то, что миллионы россиян не говорят, но думают. Это очень важно. До завтра.